чем сегодня живет главная кинофабрика страны? Лето относительно всегда такой у нас спокойный период, но тем не менее, в общем, довольно много работы. Сейчас, как говорится, в постпродакшене очень много работы. И очень большие декорации строим для Никиты Михалкова. Сейчас, наверное, это самое главное у нас такая сложность, потому что они очень большие, очень интересные декорации. Внутренности корабля такого начала века. Вот это, наверное, самое такое сложное. Ну, а в целом, в общем, в принципе, у нас не так все плохо, и, как говорится, такой обычный режим, летний. Скажите, по состоянию дела в Мосфильме можно сегодня дать оценку состояния отрасли? Ну, отчасти можно, да. Оно не блестящее. Просто мы это, в принципе, мы как бы не ведем такую сегодня статистику, потому что, в общем, это не наша функция, но так, свои личные какие-то наблюдения, конечно, у нас есть, и там, у меня есть, и у моих товарищей, кто работает. Мы видим, что мало кинопроектов. То есть все больше мы работаем как то, что наша работа связана с телевидением. Там, 70% сегодня всего, что чем мы занимаемся, это так или иначе связано с телевидением. Это либо телесериалы, либо просто программы, которые там у нас довольно много записываются и, так сказать, к нам приходят. И это, наверное, такое наблюдение, которое говорит все-таки о том, что самого по себе кинематографа все меньше. Тут, правда, есть некая, на мой взгляд, такая тенденция общая, и которая будет касаться, видимо, вообще судьбы больших студий в будущем, поскольку, вот, потому что нам известно, вообще в Европе большие студии переживают вообще очень такие драматические времена, и мы знаем, и Чиничта большие проблемы, она, по-моему, даже закрывается, стоит вопрос, и, как говорится, и вот Бавария к нам приезжала, видно, тоже с заказами очень, так сказать. Но я думаю, что у нас еще пока все в этом смысле относительно неплохо, но думаю, что здесь еще имеет такое важное значение, такой, в общем, революционный момент в кинематографе, переход на цифру тотальную. А это, соответственно, вообще ставит вопрос о судьбе больших студий, о том, как они дальше будут развиваться, потому что, в общем, большие студии строились в основном в 20-е, в 30-е годы, они были ориентированы на, конечно, на пленку, на, так сказать, с ее возможностями, на большое строительство павильонное, поскольку света было много, и все старались построить в павильонах. Для этого, в общем, прежде всего нужны были большие студии. Сегодня с переходом на цифру понятно, что современные картины все больше уходят в интерьеры, им нужно все меньше света, и, так сказать, они не нуждаются уже в таких масштабных больших студиях. То есть это могут быть только исторические какие-то проекты, большие такие постановочные, но их, как известно, в Российской Федерации очень мало, и вообще в Европе мало, так сказать. Поэтому дальнейшее вообще развитие больших студий, оно вот у меня, например, так сказать, какие-то вопросы себе задаю. Понятно, вот у нас лаборатория, например, которая является, в общем, одной из лучших в стране, сегодня мы там порядка 60% рынка занимаем, но понятно, что через 1,5-2 года она закроется, просто закроется, поскольку мы знаем, что уже, например, во Франции все лаборатории закрылись, то есть практически уже Франция полностью перешла на цифровую, и на цифровые в основном съемки, и на проекцию цифровую в кинотеатрах. Вот в Германии 70% кинотеатров ушло на цифру. Это значит, что позитивные копии не нужны, это значит, что лаборатории начнут закрываться. А это, в общем, довольно большой сегмент крупных студий, как правило, и мы вот имеем лаборатории довольно успешные. Поэтому
Поэтому тут такие вопросы, когда я говорю о проблемах российского кино, то надо понимать, что здесь и вот этот момент. То есть он не исключает того, что у нас масса проблем, которые, я считаю, в связи с организацией кинопроизводства в стране. Но и есть такие объективные моменты, которые, как говорится, вообще связаны с таким революционным вообще. Потому что я считаю, для кино это настоящая революция. Я думаю, это больше революция, чем переход на звук в свое время. Потому что цифры это принципиально. То есть уходит главный носитель, с чего начинался кинематограф, с пленки. Нужен единый центр кинематографа. В принципе, я говорю, нужно вернуться к системе Госкино, как это было в СССР. Единый центр, который занимается киноиндустрией. И давать поддержку надо не студиям и не компаниям, а конкретным проектам. Потому что это, в общем, в результате, на мой взгляд, совершенно не оправдывает себя. И сам этот, строго говоря, момент о том, что, дескать, какие-то компании более успешные, менее успешные, ну, я могу однозначно сказать, что, на мой взгляд, только одна компания есть, которая реально рентабельна в стране и работает не на бюджетные средства. Эту компанию возглавляет ваш покорный слуга, это Мосфильм, я это говорю абсолютно, это уж легко взять и проверить. Это факт. Кстати, мы и не входим в число студий, которые, так сказать, ну, мы по своим там причинам мы считаем, что не нужно в этом. Я считаю, что да, эта система, она себя не оправдывает, и поэтому я думаю, что, на мой взгляд, было бы правильно все-таки вернуться к единому центру. Это другой вопрос, как его назвать. Фонд, там, я не знаю, Министерство кино, там, агентство в рамках Министерства кино, это уже вопрос, там, государство решит это. Но, на мой взгляд, это должен быть единый центр, который занимается всеми проблемами кино, поддержкой кино и, так сказать, прокатом, и все, что связано с киноиндустрией, так сказать, развитие технологий и прочее. Это должно быть все централизовано в одних руках. И второй момент, на мой взгляд, очень важный, что поддержка должна даваться на конкретный проект, независимо, чья это студия, так сказать, большая она, маленькая. Если проект интересный, значит, вот на него дается господдержка. И третий, важнейший момент, нужно уйти от системы вот этих анонимных голосований. Потому что вы знаете, сегодня сценарии принимаются, проекты принимаются тайным голосованием совета, то есть фактически никто ни за что не отвечает. То есть проголосовали за, приняли, проголосовали против, не приняли. Это вроде как декларируется как некая свобода, так сказать, вроде объективность, но по факту это получается гораздо хуже, чем в проклятом, в кавычках, советском кино, потому что в советском кино что было? Ты приходил, была редколлегия, был главный редактор, у него было имя, фамилия, так сказать, да, тебе говорили, ну вы знаете, ваш сценарий не проходит, потому что вы там, так сказать, у вас вот на 3-й странице говорится «Долой Брежнева». Это нельзя делать. Ну хорошо, но тебе могу сказать, а что делать? Ну уберите, может и пройдет. Ну я так насчет «Долой Брежнева», так сказать, политизирую, на самом деле часто это касалось художественных каких-то. Ну то есть ты мог сделать поправки, и твой сценарий мог пройти. То есть это вынуждало тебя работать со сценарием. И советская система, на мой взгляд, ее сила была именно в том, что она, так сказать, в ней авторы и, так сказать, создатели должны были работать, тщательно работать со сценарием. Ты не мог, если у тебя принимали заявку, ты должен был 3 варианта сделать. Даже если второй вариант был гениальным. Это не важно, все равно ты должен был написать 3-й вариант, просто это было запротоколировано, это было правило. Но это по факту заставляло авторов тщательно работать со сценарием. Сегодня такого нету, так сказать. Строго говоря, мне часто принесли сценарий, я говорю, да, идея неплохая, но хорошо бы поработать. Исчезают. Смотришь, через там год они же запускаются у меня на Мосфильме, я говорю, дайте почитать, что у них там за сценарий. Ты понимаешь, что тот же самый сценарий. Они пошли, ну не знаю, что там.
Звездес или, так сказать, какие-то другие, те проголосовали за. Все, ничего не надо, запускайся, получай деньги, запускайся. Но после этого у нас еще, так сказать, это вечная российская амбициозность сделать как в Голливуде. Но Голливуд-то на том и стоит, что тщательная работа со сценарием, прежде всего. Поэтому я думаю, что вот этот момент, так сказать, он, на мой взгляд, совершенно не оправдывается. Надо вернуться к системе редколлегий, главному редактору Госкино там, или что это будет, который, то есть человек с именем, фамилией, который будет отвечать за это. Да, он будет субъективен, а в кино другого не бывает. В кино бывает только все субъективно, никакой объективности в кино, как и в жизни, не бывает. Гик, мне кажется, и надо, чтобы он развивался дальше в такой степени. Другое дело, что я бы посоветовал все-таки сокращать вот режиссерские курсы, так сказать, а может быть и прийти просто опять к бесплатному образованию. Но это вопрос не в ГИКа даже, это вопрос государства. Потому что, так сказать, это ГИК в данной ситуации, я понимаю, когда он берет платников, он вынужден это делать, поскольку он таким образом компенсирует низкие зарплаты педагогов. Но, строго говоря, на мой взгляд, с точки зрения государства, это не очень оправданно. То есть, на мой взгляд, сегодня очень трудно вообще человеку типа Василия Макаровича Шукшина поступить в ГИК. Просто доехать до ГИК трудно. Знаете, билет с Алтая сколько стоит? Для многих нету такой возможности. На мой взгляд, мы просто отсекаем, так сказать, огромное число людей, которые вообще могли бы стать такими важными лицами в кино. И, конечно, еще один вопрос, который никак не решается, и вот я, например, лично очень много раз его ставил на разных там начальственных каких-то советах, это высшее образование. То, что в ГИК вынужден брать деньги за обучение, когда это с высшим образованием. И надо понимать, что традиционно вообще огромное число людей, цвет нашей вообще кинематографа пришли с высшим образованием в кино, особенно режиссура, сценарная, потому что понятно, что это такая профессия, куда часто приходят люди уже зрелые, там, которые там подумали, имеют жизненный опыт, и это всегда приветствовалось, кстати. В ГИКе всегда приветствовался приход людей с высшим образованием, такие как там Вадим Абдрашидов, там Элем Климов, да можно перечислять очень много людей, которые пришли уже имея высшее образование, там, Глеб Панфиров, так сказать, сегодня практически мы отсекаем это, потому что невозможно, это очень дорого, людям очень. Я сам закончил курс, у меня был курс высшего образования. Просто я видел, что ребята так мучаются, они должны платить, еще платить за работу, и, так сказать, я пытался им помогать, там, просто как директор Мосфильма, но это тоже, в общем, невозможно все время. То камеру дай, то постпродакшн, то пятое, десятое, ну, вообще это не очень верно. И много раз этот вопрос ставил, и в ГИКову ставил много раз, но как-то это никак не решается, мне не очень понятно почему, потому что этот вопрос стоит буквально там, в нескольких десятках человек, ну что это ГИК. Поэтому я думаю, что вот такие вещи надо просто помочь ГИКу в решении ряда проблем. А так, мне кажется, он очень неплохо сейчас развивается. И в общем, какие-то вещи хорошие там есть.